Всем привет! Давайте посмотрим ответ на такой вопрос. Если в вашем окружении человек для серьезных отношений, с которым вы могли бы серьезные отношения начать? Если в вашем окружении такой человек для серьезных отношений? Так, 3 позиции. Выбирайте. Нажимайте на стоп, а мы смотрим. Первая позиция. Если, смотрите, в вашем окружении есть не один человек для серьезных отношений, а их несколько. Вы можете выбирать. В вашем окружении на данный момент несколько человек, с которыми можно построить серьезные отношения. Сколько их? Их 2. Их 2. Уточнила я, сколько. 2 человека есть в вашем окружении, с которыми можно построить серьезные отношения. Вот. Так что вам выбирать. Люди есть. Вот смотрите, человек первый, вот прям реально для серьезных отношений. Тут вы можете вместе жить. Тут могут быть семья, дети, дом. Тут вместе, прям видите, тут камин. То есть дом полная чаша. Другой человек с другим человеком. Вы можете развиваться по карьерной лестнице. Здесь больше идет карьера, будущее, страсть. Вот. Ну тут тоже страсть, но здесь больше семейное такое. Семейное, домашнее. А здесь больше страсти и карьеры. Выбирайте. В общем, 2 человека есть. Ой, ну один такой, знаете, сам себя вытаскивает из всяких ситуаций, выкручивается, а другой какой-то по жизни победитель, да? Вот, смотрите, вот первый вот он, который для семьи, он из любых ситуаций он сам себя вытаскивает, потому что, ну, никто ему не поможет. Он привык все решать сам, свои дела, все вот это. Вот у него помощи не от кого ждать. Поэтому он стал сильным, он знает, что нужно делать. Он берет ответственность за свою жизнь, так и за вашу сможет взять. Он может быть немножко манипулятор, но просто он привык, чтобы было все так, как ему нужно. Потому что он знает, как должно быть, он знает. Вот, он может сделать все, если он что-то захочет, он этого добьется. Второй человек, он тоже победитель, но, знаете, какой-то, он много сомневается. Он старается, чтобы достичь то, что он хочет, но у него очень много сомнений, и он немножко, бывает, впадает в такое вот состояние, когда не знает, что делать, вот так вот переживает, вот на эмоции, не на эмоции немножко он такой вот чувствительный, поддается эмоциям, так сказать. Вот. Так что выбирайте. Вот, который для семьи, вот он еще тут говорят, он не такой уж он и манипулятор, потому что он прислушивается к своему сердцу, он, если любит, то любит, он такой нежный, заботливый, внимательный. Вот, хоть он и берет ответственность и борется со всем, он все-таки в жизни он еще и нежным может быть. Но у второго тяжелая жизнь была, поэтому у него, видимо, сомнения, потому что его предавали, его не выбирали, и поэтому тут как бы, ну, смотрите, выбирайте. Есть, в общем, в вашем окружении 2 мужчин. 2 мужчин. Так. Ой. Как вы узнаете первого, настройтесь на удачу, избавляйтесь от мрачных мыслей. Как вы узнаете второго, забудьте о страхах и сомнениях. То есть вы их узнаете. Избавляйтесь от мрачных мыслей, забудьте о страхах и сомнениях, настройтесь на удачу. Тут вы их узнаете. Ну да, один заточен на семью, а другой такой он к себе не подпускает, потому что у него был опыт негативный. Он лучше сначала посмотрит со стороны. Стоит, не стоит, обмануть, не обмануть, такое под ситуацию подстраивается. Все, спасибо, одёрочки. Давайте смотрим вторую позицию. Есть ли в вашем окружении мужчина для серьезных отношений? Ой, да, есть мужчина. Хотела сказать, мужчина, который ушел, с которым был романтик, но это все разрушилось, это в прошлом. Ждать его, если будете, то это все долго.
Он, да, может прийти. Короче, мужчина с болезненными отношениями, когда тяжело, когда не ценит, когда причиняет боль эмоциональную, да, вы можете его подождать, он приедет, да, еще какое-то время вам будет классно, даже можете жить вместе. Есть такой мужчина, но он, знаете, такой вот, много причиняет боли. Или, может, был такой, да, но он ушел. Потому что, если хотите, то, не знаю, будете вы его ждать, нужно вам это или нет. Если вы его не будете ждать, ну, если вы не будете ждать, то просто будете заниматься работой. И вам, смотрите, нужно пресекать отношения, где треугольники, где вас не выбирают. Такое нужно пресекать. Потому что, когда вас не выбирают, вы не живете свою жизнь. Вы проходите какие-то уроки. Да, вам нужно самостоятельной быть. Вам не нужно думать, что вам для счастья нужен мужчина. Вот вам надо вот это понять. Да, вам надо как-то, знаете, посмотреть на ситуацию. Вы уже в этой ситуации давно, у вас это было уже. Зачем вам ждать это, повторять? То есть вы уже выросли с этой ситуации, вам нужно идти дальше. Да, когда вы выберете себя, свою ценность, что вам не нужны эти, вот не нужно не повреждать, смотрите, какой классный мужчина к вам приходит, стабильный, надежный, который знает, как зарабатывать. Но пока что в вашем окружении вот эти вот болезненные отношения, которые причиняют только боль. Бывший. Или настоящий, который причиняет боль. Но, скорее всего, он ушел, вы постоянно ссорились или просто расстались. Вы его можете еще ждать. Так что выбирайте себя, зарабатывайте деньги, становитесь независимой. И когда вы станете независимой, будете получать удовольствие сама, покупая себе что-то сама. Здесь появляется на вашу энергию такой же самостоятельный мужчина. Притянетесь, будет два самостоятельных, которые знают, как зарабатывать. И он потом возьмет всю ответственность за зарабатывание денег на себя. Да, сразу жизнь изменится до и после, когда вы его встретите. С ним вы можете реализовать какую-то свою идею. Новый проект можете начать совместный, очень хороший. Очень хорошее начало. Вот можно с ним какой-то бизнес можете замутить. Ребеночка можете сделать. Если вам нужен ребенок, если вы хотите детей, то с ним, да, большая вероятность того, что можете забеременеть. Ну, как вы его узнаете, он будет уже опытный человек, которому делали больно. Ну, вы его не пропустите, как вы его узнаете. Вы его никак не пропустите. Да, он очень-очень активный, очень огненный, очень страстный и очень умный, опытный. Как бы опыта у него очень много жизненного. Давайте посмотрим подсказку. Как уже вы его узнаете. Развивайте свою интуицию, вы почувствуете. Вот, так что здесь так, развивайте свою интуицию. Так, двоечки, спасибо. Удачи вам. Подписывайтесь, нажимайте лайки. Давайте смотреть третью позицию. Третья позиция. Если в вашем окружении мужчина для серьезных отношений, ну, смотрите, здесь, я бы сказала, есть мужчины для серьезных отношений. Да, но они как бы есть и как бы их нету. Да? Нет, они как бы есть в вашем окружении и нету. Где-то, не знаю даже, они не выходят как вот, что прям с ними можно сейчас строить отношения. Они есть для серьезных отношений, но они как-то не рядом, не цепляетесь вы в общении. Вы как-то можете смотреть друг на друга, да, но не делать никаких действий. В вашу сторону никаких действий как бы нету. Никакого движения. Хотите только посмотреть, как бы ни о чем. Нет, это все несерьезно, когда вот, ну, могут вами любоваться, интересоваться, но делать ничего не будут. Как бы есть, да, ну что с ними? Почему же они? Ну, какие-то они вообще
нет, для серьезных отношений я не скажу, что для серьезных. Они не будут действовать. Почему? Как будто они не видят возможности, как это можно сделать. Они сами в своей голове себя ограничивают. Вроде есть мужчин, с которыми можно построить, да, серьезные отношения, но действовать они не будут. Что нужно сделать, чтобы они действовали? Ну, не знаю, заниматься своей жизнью, скорее всего, потому что даже вы, если дадите шанс, чтобы они там как-то сами проявитесь, это бесполезно. Это бесполезно под лежачий камень, как бы, если мужчина не захочет сам, он действовать не будет. То есть вам нужно просто заканчивать это все ожидание и идти как-то вперед, заниматься, знаете, тем, что вам нравится. Если кто-то пригласит на свидание, рассмотрите его, потому что если вы не будете ждать, если как-то тут вы будете... От чего вы уходите? От того, как должно быть. Вот от того, вот от ожидания, от них, когда мужчина должен проявляться. Вот от этого надо уходить. Не надо ждать. Нет, не проявился, значит, не ваш человек, потому что ваш человек придет, видите? А те, кто не проявляется, не нужно ничего ждать. Ваш человек, он сам проявится. Что нужно для этого сделать? Надо расстаться с прошлым, не думать о прошлых мужчинах. Потому что вы там думаете, что что-то не так, почему расстались, какие-то сомнения, копания, вот эти воспоминания. О прошлом забудьте. Если кто-то на вас смотрит, пусть смотрит, это вообще не ждите, это как бы у них своя жизнь, у вас своя. Занимайтесь собой, становитесь краше. Ваш мужчина потом придет. Возможно, смотрите, через интернет он может прийти. Возможно, когда вы будете искать работу через интернет, когда вы куда-то поедете. Ну, смотрите, он прям вообще, вы для него будете... Такая далекая. Кстати, это может быть через интернет, потому что как будто он на вас смотрит, но не может подойти, не может приехать, не может, ну, он вами будет восхищаться. Да, он прям будет видеть вас своей женщиной. Но как будто между вами какие-то будут преграды. Нужно будет приехать. Скорее всего, на расстоянии будет человек. Вы будете жить не в одном городе, а где-то в разных городах. Ну, то есть это не все так быстро. Не все так быстро. Общение, подарки. И там серьезные отношения очень даже возможны. Да, будете подсматривать друг за дружкой. Ну, здесь так. Так. Как вы его узнаете? Ой, ну как будто вот вы мечтали о таком мужчине, да, и думали, что уже, ну, никогда его не встретите, сколько можно ждать. Да, то есть мечты это мечтами, как говорится, спустись на землю, хватит быть такой романтичной, да, как подружки, может, говорят. То есть таких не бывает. То есть, а вот бывает, вот бывает. Это вот именно ваш мужчина, от которого вы намечтали. Подсказка вам еще, вы творец своей судьбы, удачи. То есть не сомневайтесь в себе. Вы узнаете этого мужчину, это прям почувствуете. Как будто вы его давно знали, как будто родная душа. Вот родной человек, вам будет так легко с ним. Вот. Спасибо, троечки. Так, ну все, спасибо всем огромное за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. И все, увидимся в следующем видео. Пока!